Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Денис Рыбоход. В общем-то, эту тему я давно хотел сделать. Все как-то не было времени или условия не позволяли. То клещи, то дождь, то работа. Ну, в общем-то, сегодня я приехал, хотя условия, в принципе, сегодня не такие уж и хорошие. Но, тем не менее, костер разведчика. Цель данного видео или фильма, не знаю, сейчас многие называют фильмами то, что они снимают. Мне кажется, фильм это что-то такое глобальное, что-то прям настолько профессионально снято, что это показывают в кинотеатрах. Ролик «Костер разведчика». Смотрите, условно данная местность, данная территория в принципе подходит, но именно вот это место, где я сейчас нахожусь, я знаю, что сейчас появилось очень много знатоков, которые насмотрелись роликов в интернете, которые, не знаю, там считают себя какими-то гуру всего и вся. Ну вот для этих людей я поясню. Снять я ролик хочу, но снимать это в той местности, в которой нужно, не позволяют, так сказать, погодные и технические условия. Я сейчас по лесу прошелся, и скажу я вам, результат вот он. То есть очень мокрый лес, в принципе и здесь очень мокро. Поэтому нет возможности в данный момент снимать именно в том месте, в котором нужно. Но я сейчас все поясню. Смотрите, во-первых, костер разведчика подразумевает под собой скрытность. Что это такое? То есть, во-первых, это делается два углубления в яме. То есть одно поддувало, одно основной очаг. Камера сгорания, условно. Выглядит она как лампочка. То есть небольшой вход и, соответственно, расширение в глубине. И сбоку, со стороны делается еще небольшой проходик. Не нужно делать там в метре, в двух, там, я не знаю, в каком-то самолет летит. На дальнем расстоянии, там буквально 30-40 сантиметров, лопатка, примерно 20 сантиметров, чуть-чуть побольше лопатки, делаем углубление и делаем проход. То есть поддувало, скажем так. Так вот, по поводу местности. Скрытый костер. Это опять же все условно. Он называется еще бездымным. Использовался, кстати, активно у партизан во время Второй мировой войны. И в данный момент его можно использовать, да, в военных целях, в целях охоты, рыбалки. Рыбалки, наверное, только для того, чтобы что-то очень быстро вскипятить или пожарить. То есть костер вертикальный, и, соответственно, весь жар идет сразу наверх, то есть не распространяется по углам. И, соответственно, для охотника очень быстро что-то вскипятить, что-то приготовить, когда реально уже нужно попить чайку, покушать. То есть это очень все не трудозаемко, то есть выкопать 2 ямки это не так уж сложно. И самое главное, что скрытость. То есть для животного запах дыма уже настолько привычен, даже вот здесь я, и ходя по лесу, то есть я здесь очень часто на охоту езжу, просто по лесу гуляю. Здесь практически все деревья, метра, наверное, на 2-3, они обожжены. Так. Почему-то именно это дерево нет. Даже я сейчас смотрю на деревья. Там по лесу проходился 2-3 метра, то есть обожженные. То есть это был костер, что-то горело, тайга периодически горит. То есть зверь уже привык именно к самому дыму, к запаху дыма. Чтобы не было быликов, каких-то, скажем так, то есть не было видно самого огня, не было видно самого костра. Опять же, это военная тема, нам это показывали в армии. Служил я в батальоне охраны и разведки, и нам это периодически там рассказывали, показывали. Чтобы не было вообще видно этого костра, такое практически невозможно, но нужно подбирать местность. Местность нужно подбирать какую? Смотрите,
либо какой-то овраг, либо какую-то ложбинку. То есть можно, чтобы с одной стороны очень хорошо была растительность, зеленка, то есть прикрывала полностью вас, то есть сплошняком шла, с другой стороны, не знаю, там, ну, условно, гора. То есть можно где-то в этой местности засесть и как бы, ну, приготовить этот костер. В данной местности, то есть, ну, условно, в открытом, так сказать, пространстве, только по одной причине, не потому что я это, ну, предполагаю, что это будет продуктивно, а только потому что, ну, действительно невозможно это сделать, ну, в реальных условиях, в реальной ложбинке или, ну, где-то в лесу, где это, ну, действительно нужно делать. В этом плане, конечно, у меня есть небольшой косячок. Но, тем не менее, смотрите, костер разведчика. Сейчас выкопаю пару ямок. Надеюсь, земля здесь податливая. Будем надеяться, как говорится, на лучшее. Кстати, да, лопатка с Алиэкспресса в районе 1000 рублей стоит. Я думал, что будет фигня, но на самом деле она такая прям плотненькая. Здесь как бы есть и пила, и открывашка. И картошку, кстати, можно почистить. Ну, или какие-то овощи. Не суть важна. То есть, ну вот, веревка. То есть, очень много функций, кстати, несет эта лопата. Это как бы не реклама. Просто делюсь тем, что имею. Да. Еще на рыбалку можно сходить. Кстати, вот лопата такая многофункциональная. Но сейчас будем проверять, как она свою основную, так сказать, стезю выполняет. Кстати, да, по поводу саперной или саперской, как правильно, не знаю, лопаты. Да, вот это на самом деле очень компактная лопатка, которая, в принципе, как бы, ну, особо веса не несет и много места не занимает. И, в принципе, можно подвешать там, не знаю, на ремень. Так, делаем чашу. А вообще, в целом, как бы, когда вы выполняете какие-то разведывательные операции, то есть у вас должно быть минимальное количество снаряжения. Да в целом, как бы, оно и на охоте. Я вот всегда с собой беру очень много снаряжения. И больше половины из этого снаряжения мне в целом как бы не пригождается. То есть можно было бы взять намного поменьше. Ну, как бы всегда же думаем, что вдруг что-то там случится, и оно будет нам жизненно необходимо, это снаряжение. Самолет опять летит. О, кстати, вот этого я не учел. Будет необходимо это снаряжение. И тем не менее, как бы, оно не пригождается. А вот лопатку, допустим, вот такую, она в целом как бы необходима. Особенно если у нее такой большой функционал, как у этой лопатки. Да, конечно, земля здесь нифига не податливая. Но лопата в целом копает. И вот, когда какие-то проводите разведывательные операции, сейчас эти часики сниму, чтобы... разведывательные операции, в частности, разведчики — это такие люди, которые спят на камнях, едят все, что шевелится, и все, что двигается, а все, что не двигают, они двигают и едят. И как бы быстрое перемещение. Ну, соответственно, чем меньше у вас снаряжения, тем быстрее вы двигаетесь, тем это у вас лучше получается. Тем это, скажем так, принесет больше плодов, и вы, скажем так, живее будете. Так, ну это можно и рукой, я думаю, ничего страшного. Так, еще немножко вглубь копнем.
вглубь и... И вот, минимальное количество снаряжения. Это залог успеха любого разведчика. Ну, то есть, как это нам объясняли, как это есть на самом деле, по сути. И минимальное снаряжение включает в себе что? Спички, зажигалка там, возможно. Ну, лучше, конечно, спички. И спички водонепроницаемые. Кстати, нужно будет сделать водонепроницаемые спички. Показать вам, как это все выглядит. То есть, очень, кстати, я недавно это увидел. И мне показалось очень хорошей темой. Розжиг я уже на канале делал. Ну, и это что-то подобное, только со спичками. Ну, схема практически такая же. И вот. Вообще, по идее, лучше использовать нож, чтобы копать подобные ямы. Чтобы, ну, нож, он вообще универсальная такая штука, которую можно и разрезать что-то или кого-то, и выкопать что-то. И в бою он помогает, и на охоте он, в принципе, не бесполезен. Так, ага, все. Камера сгорания в целом готова. Ну, да. В целом, как бы я этот костер делал всего пару раз. И то во время службы. А служил я уже достаточно давно. Так, вот, получается 20 сантиметров. Ну и где-то вот здесь будем выкапывать ямку. Вообще абсолютно небольшую. То есть буквально... Ну, даже поближе. Что-то я разогнался. То есть она, функционал, вот эта ямка, будет нести только как поддувало. Ну и все. Делаем проход в нашу камеру сгорания. Так, наверное, здесь еще немножко надо подкопнуть, чтобы она чуть-чуть поглубже была. И вот, с использованием ножа, в принципе, можно достичь всего, чего хочешь. Абсолютно. Нож занимает не так много места. Он, в принципе, всегда нужен. Но нож должен быть хорош. Штык-нож. Дело такое. Ну, то есть он как бы функцию свою выполняет, колющего оружия. Но я думаю, копая яму, особенно в такой местности, да, в таких условиях, он просто может, ну, буквально сломаться за считанные секунды или минуты. То есть чуть-чуть больше, чем надо, начнете выкапывать что-то. И все. Ну, в общем, смотрите, друзья. Вот получается камера сгорания у нас. Вот поддувало. То есть вот здесь идет проходик. И, соответственно, в форме, ну, груши или лампочки, можно так сказать. То есть углубление идет еще в стороны на глубине. Ну и вот, да, не совсем эстетический, конечно, вид. Так, ну, наверное, вот так будет нормально. И мне очень, кстати, повезло. И повезло мне. Повезло, кстати, мне очень хорошо. Блин, там какая-то птица такая интересная. Как-то вот так поет, скажем так. Так, что мне повезло? Смотрите, береза. Ветка сухая. Ветки сухие. Лучковую пилу свою, конечно, я сломал. Но, тем не менее, во-первых, есть на лопатке пила. Об этом что-то я не подумал. Но мне нужна в данный момент только береста. Кстати, да, по поводу топлива. Он же должен быть скрытым и бездымным. Лиственные породы, скажем так, не совсем подойдут. Подойдет большая часть береза. То есть береза, ну, береза она всегда везде помогает. И, в принципе, самое лучшее дерево. Ну, у нас страна березового чипса, как бы, ну, вы понимаете, да? Так, о, берестенка какая сухая, хорошая, прям добротная. Самое главное, не вредим дереву, не вредим окружающей среде. То есть этот костер в плане, кстати, да, пожароопасности, он абсолютно безвреден.
То есть это все в яме происходит. Огонь не распространится ну, практически никуда. Сейчас наберем бересты. Береста вообще всему голова, на самом деле. Кстати, тут недавно наткнулся на ролик, как какой-то дедушка, такой, ну, уже в возрасте, по бересте сушеной. Я, кстати, не полностью посмотрел, надо будет полностью посмотреть. Но, тем не менее, по сушеной бересте читает историю человечества, как бы это странно ни звучало. Я вообще люблю такие темы. Мне они, скажем так, интересны и родны. Поэтому я обратил на это внимание. Нужно будет посмотреть этот ролик более детально. Но комментарии читал, там, получается, дочь его писала, что уже в живых, конечно, этого дедушки нет, потому что ролик 2010, по-моему, года. Ну, то есть старенький уже ролик. Но, тем не менее, тема достаточно интересная. Ну, по крайней мере, мне. Так, бересты у нас более чем предостаточно. Сейчас мы немножко дров еще подсоберем. Так, по времени у меня практически не осталось, кстати. Так что чай попить не успею. Чай я попить не успею, но покажу, как горит костер. О, это хорошо, такая сухая древесина. Ну, кстати, не обольщайтесь в том плане, что... Не обольщайтесь в том плане, что у меня есть сухая древесина, берестина, и как хотите ее называйте. Вообще, с деревом иногда бывает очень сложно. Я, кстати, в Якутии это понял, когда я после дождя пошел на рыбалку и очень, так скажем, не быстрое количество времени я пытался разжечь костер. Конечно, для вас там это было 1 секунда. Ну, или несколько секунд, или минут, я уже не помню, что там по сути-то и было. Но для меня это заняло определенное количество времени. Так, ну и что мы делаем, друзья? Мы берем, так, по суше дровишки сразу приготовим, помельче. А вот, я думаю, будет предостаточно. Мы берем, поджигаем бересту. Ой, какой запах, ребята. Кто знает, как пахнет береста, они меня поймут. В принципе, сразу можно все и закинуть. Что мне ее жалеть? Я не в полевых условиях, в домашних, можно сказать. Да, допустила небольшую ошибку, получается. Нужно немножко поглубже делать, чтобы прям камера сгорания, ну и пошире немного, да, чтобы камера сгорания была намного шире, соответственно, утопаемость древесины намного больше, ну и, соответственно, размер древесины тоже можно намного больше комплектовать. Ну, смотрите, условно бездымный костер. Сейчас пламя высокое, как бы дымок идет, потому что, я говорю, ну, небольшую ошибку я допустил. Но да, еще получается очень много дров я туда наложил зачем-то. Но смотрите, дыма практически нет. Вот да, в данный момент, то есть до этого костер раздувался, соответственно, ну всегда, когда вы костер разжигаете, дым в любом случае будет. В данный момент дыма практически нет, то есть дым, он рассеивается. Да, есть небольшое вот задымление, чуть-чуть, но самого прям конкретного дыма его не так много. Вот, для чего нужен этот костер, я уже говорил вроде. Можно 2 полежки вот так условно положить, на них поставить чайник, вскипятить очень быстро воду, потому что поток огня идет именно вверх. Про территорию и местность я тоже рассказывал, то есть это не подходящее, ну я об этом говорил. Ложбинки, какие-то скрытые места, чтобы этого, ну, ничего не было видно, вот этих бликов, ну, особенно в ночное время суток. В целом, как бы вот сейчас утро, ну, уже 9 утра, хотя я приехал сюда, было 7.
раннее утро, когда кругом туман, и вот это даже небольшой дымок, который сейчас присутствует, его в целом не будет видно. Запах костра, да, ну тут ты ничего уже не сделаешь. Опять же, смотрите, почему сейчас идет дым. То есть костер уже горит, но дымок все равно присутствует. Мелкие корешки обгорают. Древесина сама не совсем сухая. Я почему-то думал, что она сухая, но, по всей видимости, не совсем. Не совсем сухая древесина. Обгорают корешки. Сама земля сырая. Ну, соответственно, будет небольшое, получается, количество дыма. То есть вот сейчас костер разведчика работает так, как он в целом должен работать. Времени очень мало. Хотел вскипятить чайку. Взял с собой чайник. Кстати, я не взял с собой кружку. Да, про кружку я подзабыл. Да. Ну, вот в целом как бы и все. Все, что знал, в целом рассказал. Кстати, да, по поводу ножа. У меня вот он, кинжал. В целом можно и им попробовать выкопать этот костер. Сталь здесь очень хорошая. Кизляр, сделана в России. Сталь где-то я здесь видел КО-1. Да, здесь есть номер. Это холодное оружие. Ну, номер, конечно, не буду называть, но он здесь присутствует. 4 циферки. Ну, в целом, это как бы, ну, не декоративный нож, скажем так, но это холодное оружие. Им реально можно колоть, добивать, ну, животных, соответственно. Но копать им яму, такой, в принципе, не дешевый нож, кинжал, как бы не совсем хотелось бы. Поэтому я его использую в целом как бы для антуражу, скажем так. Но при охоте на крупного зверя, я думаю, он мне пригодился бы. Ну, в общем, в принципе, и все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Костер разведчика вот перед вами. В своем репертуаре. Такой, какой он должен быть. В целом, я даже сейчас смотрю, что да глубже и не надо копать. В целом, как бы все хорошо.